Итак, снова здравствуйте, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Baldur's Gate. Эта серия тоже идет с записью более громкого звука. Смотрите, пишите, как вам удобно, лучше так, либо же, возможно, лучше звук приглушить, ну и приглушить помехи. Вот, а мы с вами продолжаем. Как вы помните, в прошлой серии мы обследовали полностью локацию Карнавал, вот, а также локацию, примыкающую к шахтам, то есть возле входа в шахты Нашкель. Также мы с вами нашли призма, вот, и я все-таки не удержался, первый раз заглянул посмотреть, что нужно, кому нужно сдавать это задание, потому что как бы давно довольно уже это все сделали. Вот, не помню. И вот нашел то, из-за чего я, собственно говоря, и не люблю. Кстати, да, вот пока я рассказываю, мы сейчас с вами все-таки вернемся и сдадим вот это задание. Вот, потому что нам сейчас лишний опыт не помешает. Возможно, наш священник возьмет второй уровень. Сейчас было бы это очень кстати. Так вот, у этого квеста есть там 3 разных варианта решения. Первый вариант это то, что я сделал. То есть, ну, сделать, скажем, по закону, да. Вот. Ну, в принципе, отыгрывая свою роль законопослушного человека. Я это и сделал. Есть еще вариант дождаться, пока он закончит скульптуру. Вот, после этого придет охотник за головами, от которого можно убить и получить самый лучший меч длинный в игре, плюс 2. Вот. И кроме этого можно просто-напросто позволить ему убить. Вот. И за это все дается разное количество опыта, и вот в этом как бы проблема. То есть, что игра не поощряет, скажем, прохождение ролевое, а поощряет прохождение такого, ну, стиля, что побольше, да. То есть, если бы мы этот меч просто так получили, было бы замечательно. Ну, конечно, перепроходить я это не буду. Вот. В любом случае, мы делаем так, как мы делаем. Вот, поэтому... Так, вот здесь, по-моему, этот мэр был где-то. Вот здесь вот где-то мы его встречали. Вот, мы сейчас туда идем. Вот. Ну, вот такая вот особенность прохождений слепых, да, и, соответственно, прохождения с квестами. Но я, честно говоря, не жалею, потому что действительно это слепое прохождение. Мне интересно проходить его именно в таком стиле. Вот Гарик, тут мы его оставили, кстати. Да, вот Гарик Барт есть такой. Так, вот мэр Облик, которому нужно сдать задание. Я здесь, чтобы забрать награду, которая является моей по праву. Награда 300 золотых за изумруды. Что ж, будешь продолжать в том же духе, очень скоро сделаешь себе имя среди тех, кто охотится за головами. К лучшему это или к худшему, я не знаю. Вот. Ну и, собственно, мы выполнили задание скульптор призм. Вот. Еще, кстати, можно эти изумруды просто продать и получить не 300 золотых, а, по-моему, по 750 за каждый изумруд проданный в лавке. Вот такой вот еще один путь решения. Конечно, это интересно, когда есть несколько путей развития, но я больше люблю сюжетное все-таки развитие, а не развитие, которое зависит от вещей. Вот. Но в любом случае мы продолжаем шахты Нашкеля, возвращаемся и сразу отправляемся к обходу шахты, вот, чтобы начать исследование наконец-то. Смотрите, в этот раз все сами нашли путь. Это прям удивительно. Сохраняемся, потому что мы все-таки сдали задание. Вот, кто у нас тут есть? Шахтер. Ага, вот это второй шахтер, с которым требуется поговорить. Шахтер Руфи. Что тебе нужно? Расскажи мне о шахтах. Из-за чего исчезают шахтеры? Демоны. Мелкие дьяволы повсюду, говорю тебе. Они прячутся в стенах. Они убьют нас всех. Ясно, понятно. И все, он ушел. Ну, замечательно. Так, ищем, что у нас есть тут в вещах.
Есть боевой молот, длинный меч. Длинный меч нам пригодится. Боевой молот нам тоже пригодится. Давайте распределим боевой молот нашему жрецу. Длинный меч. Пускай тоже на нее частично будет. Давайте, короче, загружать ее инвентарь, потому что нашего главного персонажа инвентарь лучше ставить не загруженным. Так, ну и поломанный меч можно выкинуть. Так, вроде бы все. Это она жрица Темпуса. Вот мой самый любимый бог в ДНД. Это бог войны. Вот. Всегда мои персонажи поклонялись ему. Солдатам. На днях я учуял кобальда и гнался за ним вниз, насколько хватало духа. Пусть сидят в своих сырых норах, если хотят. Они причиняют нам неудобства, но не более того. Они слишком глупы, чтобы быть в ответе за все происходящее здесь. Но я с тобой согласен, в этом вряд ли здесь дело в кобальдах. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь ничего. Просто угол шахт. Давайте тогда посмотрим с этой стороны. Будем опять же исследовать локации полностью, насколько это возможно. Я надеюсь, здесь не будет никаких закрытых дверей, которые со временем открываются и все такое. Так, еще один шахтер. Шахтер Марвин. Привет, тебе что-нибудь нужно? Что, по твоему мнению, происходит в шахтах? А разве ты не знаешь? Тут обитают призраки. Призраки тех, кто погиб в шахтах, пришли убить нас всех. Они сказали, что пощадят меня. Сказали, что я им понравился. Это было видно по их маленьким, как бусинки, глазам. Ты что-то видел? Разумеется, я что-то видел. Долго и мило беседовал с одним мелким зубоскалом. Я попросил бы его прекратить преследовать нас, если бы насмотрщик не дал мне пинка. Сказал, что я сплю на работе. Можешь себе представить? Ну, понятно, понятно. Ну, в общем, спал. Вот. И из-за этого... Ну, в общем, такое. Ему-то приснился. Продолжаем. Солдатам еще один. Вчера я был в патруле глубоко в недрах шахт. Видел тело одного из шахтеров, пропавших несколько недель назад. И что самое страшное, оно меня тоже видело. Так, похоже, у нас тут зомби. Сделаешь хоть одно подозрительное движение, я клянусь, твоя голова покинет эти шахты раньше, чем твоя шея. Точнее, не зомби, а андеды. Тут, смотрите, нашли кусочек испорченного железа, но он нам не нужен. Шахтер Боб. Наконец-то! Хоть кто-то пришел спасти нас. Тебе известно что-нибудь о том, что здесь происходит? Конечно, мне известно, что тут происходит. Что ты хочешь узнать? Что насчет пропавших шахтеров? А, ты про этих? Я предупреждал их прежде, чем они отправились туда. По крайней мере, попытался. Наверное, там внизу живет дракон, который всех убивает. Наверное, ему не нравится, что мы добываем руду под его холмом. Вот бедолага. Да. Исследование шахт Нашкеля. Дракон в шахтах не может такого быть. Да, конечно, не может. Тебе известно что-нибудь? Ты слышал о каких-нибудь существах в этих шахтах? Только про дракона. Вообще-то я его не видел, но что еще могло убить этих шахтеров? Ну, понятно. Что насчет руды? О, мы больше не отправляем так много, как раньше. Хотя, учитывая нехватку рабочих, наши дела идут не совсем плохо. В общем, такое тоже, короче. Они ничего не знают. Ну вот, я так понимаю, что до всего нам придется разбираться совсем самим. Что они так ничего не узнают. Ну, первый этаж, я так понимаю, что относительно безопасен. Опа. Кобальт. Был кобальт. Кобальды у нас в шахтах есть. Но это мы уже тоже слышали. Шахтер Динг. Посетитель. О, чудесно. Как ты понимаешь, у нас сейчас мало кто бывает. Собираешься спуститься в шахты? Если так, не отнесешь ли ты этот кинжал Килли? Он обронил его, когда на днях отправился в шахты, и с тех пор я его не видел. Конечно. Я верну ему кинжал. Большое спасибо, уверен, он это оценит. Кинжал Килли. Получен предмет. Так, что? Здесь тоже испорченное железо. Давайте попытаемся исследовать карту, как мы исследовали раньше, то есть слоями.
Кинжал. Ну, нам вряд ли понадобится кинжал в ближайшее время. Так, в эту... Не помню, заглядывали мы или нет. Не заглядывали. Шахтер Дилок. Что? А еще кого-то без мозгов занесло сюда, чтобы спасти нас. Давай, попробуй избавить шахту от зла и погибнешь, как предыдущая парочка. Что за предыдущая парочка? Искатели приключений, тупица. Думаешь, до тебя никто не пытался спасти нас? Как бы не так, я даже готов поспорить, что на тебе это не закончится. Ясно, понятно. Так, похоже, другие искатели приключений уже пытаются чистить шахту, но безуспешно. Ну ладно. Я думаю, что нам в этом повезет. Хотя, не факт, конечно. Так, ну здесь ничего больше нет. Так. У нас получается вот этот проход. Вот этот проход еще не исследован. Шахтер. У меня нет времени на болтовню. Нам приходится работать 2 смены, но мы так и не можем добыть пригодную для использования руду. Шахтеры спускаются на нижние уровни только по принуждению, но даже руда, что приходит оттуда, испорчена. Снова обновилось задание. Руда с нижних уровней тоже испорчена. Ну, понятно. Шахтер Лесли. Стены, везде одни стены. Нечем дышать, вообще нечем дышать. Они говорили, что хорошо платят, но ничего не сказали про отверстия, да? Нет, слишком мало места, слишком мало места. С тобой все в порядке? Что, разве ты не видишь стен? Везде одни стены. Нечем дышать, вообще нечем дышать. Ну понятно. Повторяет одно и то же, у него клаустрофобия. Так, вот еще один шахтер. Шахтер Кори. Чего тебе надо? Разве не видишь, что я занят? До меня дошли слухи, что недавно в шахтах возникли проблемы. Я здесь, чтобы пытаться помочь. Не знаю, что ты сможешь с этим поделать. Конечно, проблемы есть. Железо, выплавляемое из руды, которую мы добываем здесь, рассыпается сразу, как только его после отливки вынут из формы. А что насчет шахтеров? Они продолжают исчезать один за другим. У меня уже сейчас не хватает четверых, а за последние несколько недель мы похоронили еще как минимум 5. А подожди. Ага, понятно. И он ушел. Поговорить с ним нельзя. Ладно, давайте поговорим с солдатом. Не знаю, что происходит с рудой, да меня это не особо волнует. Моя задача здесь защищать шахтеров, и в мои обязанности не входит шляться в недрах шахт. Ну, понятно, конечно. Умники. Еще один кобальт. Похоже, кобальды, вот заметили, мы нашли... А, нет, ну этот кобальт был в конце, а тот был где-то так посередине, поэтому пока еще сложно провести какое-то понятие, что они здесь делают. Но то, что шахты наводнены кобальдами, это точно. Так, я так понимаю, что это единственный проход неисследованный, да. И, собственно, мы по нему и идем с вами. И да, он приводит в следующую локацию. Ну что ж, сохраняемся. Так, давайте стрелы перегрузим. Кинжал тоже пускай у нее будет. Все. I stand ready. Evil round every corner. Not a problem. Кричащий шахтер. Шахтер, они идут. Лающие демоны, они повсюду, на помощь. Не бойся, я постараюсь тебя защитить от любой беды. Но я, вот они, вот они. Понятно. Снова кобальды. Уже знакомая нам. Так. Обыскиваем. Стрелы. Стрел никогда не бывает много.
Неизвестно, с каким врагом мы столкнемся в следующий раз. Так, ну, что я могу сказать? Здесь кобальды уже более смелые. Я думаю, что и сохраняться надо бы почаще. Оружейная, похоже. Солдатам. Stand away, citizen. На днях я учил кобальду. Так, ну это мы уже слышали. Здесь алебарда, копье. Ну, это нам все не надо. Так. Здесь что у нас? Обрыв получается. Да, похоже на обрыв. Возвращаемся на перекресток. Давайте пойдем по вот этой вот дорожке. Маленькая и, похоже, соединяется с соседней. Ага, поблизости враги. My blade will cut you down to size. Go for the eyes, fool. Go for the eyes. Ну, понятно. Снова парочка кобальдов. У которых даже толком денег нет. Испорченное железо. Все как обычно. Так, вот смотрите, еще проход. Давайте его исследуем. Так, здесь у нас шахтеров парочка. Что они скажут нам? Oh, I'm so tired. Ох, во имя всех подземных богов, не надо меня так больше пугать. Уходи и дай нам вернуться к работе. Если я не выполню нормы, меня отправят на нижние уровни. Последняя бригада потеряла там потерях. Ну, понятно, в принципе. Ничего нового не узнали. Ладно. Так, это исследовано. И того остается вот два пути. Давайте пойдем сначала в этот. Так, смотрите-ка, у нас здесь развилочка. И много вагонеток, которые можно обыскать. Я так понимаю, что ничего кроме испорченного железа мы здесь не увидим. Ну, на всякий случай. Вот Килли, кстати. Это, по-моему, тот персонаж, которому нужно отдать кинжал, да. У тебя мой кинжал? Большое спасибо, а то без оружия я уже начал нервничать, особенно учитывая, что тут происходит. Что ты знаешь о происшествии в шахтах? Кобальды. Они тут все заполонили. Раньше мы лишь изредка их встречали, но сейчас на нижних уровнях и шагу нельзя ступить, не пнув одного из них. Здесь, наверху, все пока не так плохо. Тут есть стражники, и все же на твоем месте я бы не совался. Понятно. Ладно. Парочка солдатов, давайте с ним поговорим. Stand away, citizen. Сделаешь хоть одно позитивное движение, я клянусь, твоя голова покинет эти шахты раньше, чем твоя шея. Stand away, То же citizen. самое говорит. Так, ну ладно, тут должен сохраниться на всякий случай. Так, что у нас здесь? Длинный меч еще один. Боевой топор. Боевой молот. Так, что все получается здесь, да? Да. Ну, давайте отправим это все нашей жрице. Как у нас тут дела с кинжалами? А кинжальчики заканчиваются. Надо бы дать еще кинжалов. Вот так.
И у нас получается здесь исследовано. Остается только 2 пути. Ну, пойдем по путям. По рельсам имеется в виду. Замечен враг, еще один кобальт. My blade will cut Я you думаю, что down он to здесь не size. один, но ладно, если один, ему же хуже. Так. Кстати, нет, жрица уровень не подняла, к сожалению. Снова проверили все сундучки. Так, смотрите, у вас какой-то проходик. Давайте в него пройдем. Еще, конечно, тут, наверное, встречаются ловушки. Но я пока иду без поиска ловушек. Как только встретим первую ловушку, тогда начнем искать знаменитые последние слова. Stand away, citizen. Не могу поверить, что мне приходится носить этот дрянной доспех. По секрету скажу, я тайком вынес много руды для своего знакомого кузнеца. Так даже она была испорчена, как и вся остальная, блин. А нихрен это было выносить руду. Думаешь, он отличается чем-то, что ли? Ай, эти стражники. Так, здесь рельсы заканчиваются. Ну в принципе и все получается, да. Ладно. Здесь походу тоже все. Значит, у нас только один путь. Ну, это в принципе логично. Шахтер. Что он нам скажет? Oh, I'm so То же самое, это мы уже слышали. Нет, пока еще не один путь. Эмерсон говорит, что на нижних уровнях у нас возникли проблемы с какими-то собакоподобными существами, но я никогда не видел ни одной собаки с мечом. Клянусь, это правда, но меня заставляют молчать. Понятно. Чтобы не было паники, добывайте. Продолжайте добывать. Пофиг, что вы умираете. Oh, so Это мы тоже слышали. Кобальт. For the fallen! Несколько штук. Tempest, give us victory! Tempest, give us victory! Ну, к счастью, мы пришли сюда на несколько уровней выше, чем я сюда заходил в мое первое неполное прохождение. Ну, вот, поэтому справляться с кобальдами вообще труда не составляет. Я надеюсь, что и дальше тоже будет так же. Так. А итого мы все исследовали, кроме единственного места. Мы сейчас с него и идем. Мы проверим только небольшую развилочку. Так, солдат Анна. stand away, citizen. То же самое рассказывает. Оружие, понятно. Смотрите, труп. You're a queer fellow. Uh-huh. I stand ready. Tempest, give us victory! Так, я точно не ошибся. У нее не топор, а молот. Был молот, да.
Все, обыскали. Так, сколько там нам до уровня? Опыт 1670, еще столько же. Thy Valkors, Можно не mighty надеяться blade. пока, что мы быстро его сделаем. Так, что у нас тут? Здесь уже нет солдата, заметьте. Вот еще группа убитых людей. Я думаю, что к группе убитых людей лучше приближаться, да, с сохранением. Go for the eyes, Booth. Go for the eyes. Так, вот сейчас, похоже, будут ловушки. Но нет. Просто, видите, они стоят так удачно. Ну, классический данжен краулинг — это то, чего иногда в игре не хватает, конечно. Ну, давайте уже обследуем вот это вот место. Так, а куда же тогда идти? Что-то я не... А, вот этот вот путь получается. Так, ну и мы вернулись туда, где мы уже были. Начнем сюда. Не забываем держать правильный строй. Give us victory! И Кобальт даже кого-то успел повредить из наших. Теперь точно главного. Надеюсь, что кобальды здесь являются просто источником. О, смотрите-ка. Сосуд со странной жидкостью. И еще один сосуд со странной жидкостью. А у нас есть ли возможность его опознать? Это зелье представляет собой странную зеленую субстанцию, напоминающую осадок, который был замечен на дне некоторых вагонеток в шахтах. Жидкость, содержащаяся там, слегка изменяет цвет железа, к которой она попадет. Скорее всего, имеет какое-то отношение к загадочной чуме, делающей новопоявленное оружие и инструменты хрупкими. Должно быть, те убитые кобальды заразили всю руду, добываемую в шахтах, однако они похожи, чтобы они сами это придумали. Так вот, вот мы с вами и нашли какую-то первую проблему. Так, ну что, следующий уровень. Поехали. Давайте одну бутылочку выбросим, нам надо. Так, смотрите. Что у нас тут? Еще один труп. Снова испорченная руда. Что, поехали сначала. Ага, понятно, ребятки. Вот и начинается наше веселье. Так. Скрытность. Поиск ловушек. Поехали. Вот у нас ловушки появились. Все, стоп. Нам сейчас не нужны вот эти вот походушки. Так. Yep. This way. It will be done. What is it this time? Yes, oh, my goodness. Так, ну,
кобальды и лучники все-таки как-то хорошо попадают по нашей жрице, к сожалению. Мне это не нравится, потому что чувствует это только начало. Если они сейчас хорошо попадают, то что же будет дальше? You're a queer fella. I'm gone. Так вот непонятно, почему кобальтов больше всего именно внизу. Какая разница, почему их? То есть сверху типа их выгнали, что ли, вниз или что? Совсем непонятно. I stand ready with ease. What you want? My blood. Так, это только один из нескольких. Пошлите остальные заберем. Ну, тут уже такая большая толпа. Так, ну я даже не знаю, нужно ли нам такое количество стрел, как мы здесь находим. Ну, лучше собирать, а то вдруг потом их не будет. I care not. I've done had enough of this. Yes? I stand ready. My blade will cut you down to size. Ну, камешек, хоть какое-то развлечение. You're a queer. This way. My blade will cut you down to size. Frosty, death. Not a problem. Do you want to tell me a story about? I've done Продолжаем had enough поиск. of this. Ты расскажешь мне историю о проститутках и переделанных хвостах, пожалуйста. Ну ладно. Так, отлично. Yes? It will be done. For the fallen! Ловушек вроде бы нет. Go for the eyes, Go for the eyes! Отлично, справились. Подсветим на всякий случай. Сохранимся. Так, что у нас здесь получается? Половину карты мы обследовали. Так, даже больше некуда идти, правильно? Да, правильно. Так, здесь сюда. I know nothing
здесь тупик. Ладно, I stand продолжаем ready. тогда двигаться With ease. сюда. Good on you if you saved the day. I've done had enough of this. Я думаю, что ловушки тут, конечно, на каких-то ключевых местах. Вот, например, ловушечка, видите? Так. Пускай идут к нам. Не хотите идти, ребят? Есть, убрали ловушку. It will be done. Это только одна, правда? Eat flaming! Possibly frosty. Death! Ловушечка сработала. Так, так, Back так. home, Давайте, Puppets would always. I've done had enough of this. давайте будем проверять все потихонечку. My blade will cut you down to size. It will be done. You're Кобальт a лег. queer fellow. I'm gone. Майн продолжает искать ловушки. Вот. Такс. Еще один кобальт. Мне очень нравится идея туда идти. Снова. Смотрите-ка. Чего это он отошел? С ловушечкой, что ли? There's something most unnatural here, and I want no part of it. My blade will cut you down to size. Сейчас у нас МН тут, я чувствую, разнесет все. What you want? I've done had enough of this. Но мы играем прям все правильно, делаем все такое. Конечно, можно на пролом нестись. Stand ready. Not a problem. Tempest, give us victory! Yep. You rang? Eat flaming! Possibly frosty. Death! Ловушка не сработала. Так, и майн вперед. Поехали дальше. Так, смотрите, еще один какой-то такой вроде как типа важный момент. Давайте поищем. Пожалуйста.
Все. Yes, with ease. I stand with ease. Так, а еще у нас здесь закончились дротики совсем, я видел. With ease. You're a queer fellow. I've done had enough of this. You point, I punch. Yes? Not a problem. I stand ready. What you want? I've done had enough of this. Все ж ловушки это хороший способ поднять немножечко экспы. Опа, а это уже упырь. My blade will cut you down to size. Yep. My blade will cut you down to size. With ease. Невидимость. Нормально. Так. I care not this way. Я, кстати, помню, вот этот упырь, по-моему, мне доставил много проблем в прошлый раз. А еще, если я не ошибаюсь, мы уже почти пришли к концу. Yes? Not a problem. Паучок. Еще простой, огромный. И он здесь, по идее, не один. Давайте их разберем. А, их всего два. Голсон даже, я-то думал, здесь побольше будет. Ну да ладно. You're a queer fellow. I'm gone. Нет, это еще не конец. Все-таки я немножко вспомнил. I stand ready. Not a problem. Do you want to tell me a story about trollops? I've done had enough of this. Так, мы еще вот здесь вот не были. Ну что-то мне подсказывает, что нам нужно сюда. I feel so cold. Ладно. Так, там у нас проблемы. What is it this time? Yes? With ease. Hello? Нам же зачем-то нужны заклинания, правильно? You've attacked? Thy temper shield
Ну, как-то так. Все оказалось проще. Я думал, здесь может быть еще какая-нибудь там ловушка будет, все такое. Нет. О, зато есть стрелы интересные, какие-то неопознанные. I know nothing more, so leave me to go. Так, ну, опознать мы их опознаем, конечно. Потом. Yes? Good on you if you saved the day. I've done had enough of this. Ну, что-то мне подсказывает, что где-то здесь должны быть ловушки. Вроде бы похоже на переход в следующую локацию. Вот здесь, например. Да, это переход в следующую локацию. Что, нет ловушек? Прям скучно. А нет, такие есть и много. Да. Все отлично. Обезвредили все ловушки. Теперь всей толпой I stand ready. идем сюда. С неисследованный кусочек. It will be done. Back home, Puff Guts would always. I've done had enough of this. Здесь ничего. А здесь ничего не может быть. Так, вот еще вот здесь вот, да, получается. Здесь ничего, я так понимаю. Этот мы только что посмотрели. Значит, осталось вот здесь вот. It will be done. Ничего здесь нет. Ну, на всякий случай заглянем сюда, но я думаю, что здесь тоже ничего нет. Такой маленький. Ответвление слишком маленькое. Так, итого, что у нас получается? Все. Да, вся локация исследована, есть только переход в следующую. Что ж, тогда давайте дойдем до него. Я думаю, что сейчас еще отдохнем перед этим. И отдыхаем. Так, замечен враг. Ну, отдохнуть у нас не получилось, но может быть нас, это даже группа ковальдов, сейчас снабдит необходимой к собой. Единственная проблема в том, что, видите, они атакуют не тех, кого хотелось бы.
Ну, пробуем еще раз. В этот раз все нормально. Сохраняемся. И мы готовы переходить на следующую локацию. Так, итак. Что у нас тут? Вот тут у нас получается уже все похуже. Я предлагаю сразу включать поиск ловушек. Замечен враг. Let's start kicking for goodness. Ладно. Пойдем пока на удачу. Ну, вроде бы пока неплохо. What you want? Немножко, правда, I've done had подранили enough of нашего this. вора. Но это не так страшно, как могло быть. Да, и вот, собственно говоря, насколько я помню, или предпоследняя, или что-то такое локация. И здесь вот, кстати, проблема, на самом деле. Я помню, что эти враги были довольно серьезными. Потому что у них есть стрелы, которые поджигают или что-то такое. Поэтому давайте сохранимся. Потом You rang? обахаемся. Omnipresent authority figure. I stand ready. It will be done. Кобальт Командос, вот видите, это тот, кого нам нужно было убить. Все, всех разобрали. Смотрите, вход в небольшую пещерку. Давайте проверим, что у нас на трупах. Тут кобальда побогаче немножко. Ну вот, да, вот у него были стрелы две, о которых я и говорил. Так, закончилось благословение. Нам еще стрелы не нужны. Мы еще не выстрелили колчан стрел. Да, бывает. Ладно. With ease. Так. И те самые две стрелы тоже. Так, что мы там подняли? Цветная сфера. Ну, пускай будет здесь. Стрелы, я так понимаю, того же, да, те же. Пускай будут здесь. Так, ну что ж, сохраняемся еще разок. Давайте сначала пройдемся вот сюда. Так, только аккуратно. Ловушечки. I've done had enough of this. Ловушечки у нас еще никто не отменял. Вот здесь, насколько я помню, может быть кто-то и будет, но нам сюда вообще не нужно. Какие-нибудь типичные обитатели подземных шахт. А может даже никого не будет. Да, серый ил. Он тут тоже стреляется, так что давайте-ка всю толпу сюда. Будем разбираться с серым илом. Ну, 275 опыта, это серьезно. Я думаю, что вряд ли сюда заходили кобальды. Вот, раз тут есть ил. Tempest, give us victory! Ну, кто-то там кританул. Уже хорошо. Еще 275 опыта. Ну, пойдем. Смотрите. Здесь есть
проход куда-то вот в соседнюю локацию, то есть вот этот вот проход. Вот, не знаю, стоит ли им воспользоваться. Давайте сохранимся. Попробуем, куда он приведет нас. Ага, он нас вывел наружу из шахт. Какой-то другой локации. Вот, видите, так что лучше туда не идти. Вовремя сохранились. Так. Not a problem. Ну, в общем, там было написано о том, что завал образовался, и мы не сможем выйти назад. Так что нам необходимо вернуться к нашему предыдущему месту. Вот, и здесь уже разбираться. А потом уже, возможно, это типа как второй выход из подземелья. Вот, возможно. То есть я бы сделал так. Но посмотрим, что имели в виду разработчики. Так, мы еще вот здесь вот не исследовали с вами кусочки небольшие. Но здесь, кстати, кобальды вполне могли быть, поэтому я, честно говоря, пройду здесь с поиском ловушечек. Вот, смотрите, упырь. By Tempest shield. What you want? My blade will cut you down to size. Yep. I've done had enough of this. Так, и здесь ничего нет. Да, ничего нет. Выхода нет, ничего нет. Входа тоже нет. Значит, получается, нам в эту пещеру. Если мы, конечно, не хотим выйти совсем из данжа. Вот, но я думаю, что в эту пещеру мы с вами пойдем уже в следующей серии, потому что время данной серии подошло к концу. Вот, сейчас я сохранюсь, отдохну. Да, получилось отдохнуть. Вот, и мы сохраняемся. В принципе, мы довольно быстро прошли все подземелья, которые были. Вот, все шахты. Я, насколько понимаю, эта пещера уже, скорее всего, является какой-то кульминацией данной истории. Вот, но в нее мы пойдем в следующий раз. Вот, в любом случае, плодотворно потрудились. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотры. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. И до следующей серии.